Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на канал Твой мир. Дорогие мои, прежде всего я вас хочу поблагодарить. Я хочу вас поздравить с праздниками, да, кто православные, наступает Рождество, поздравляю с Рождеством. Желаю, чтобы все ваши заветные желания сбылись. Даже, знаете, вот просто, даже не в Рождество, я желаю, чтобы каждый день ваши желания исполнялись. Пусть ваша жизнь наполнится светом, наполнится сказкой, наполнится яркими сюрпризами, приятными моментами, чтобы в вашей жизни все получалось, все случалось и все удавалось. А также я вам желаю в десятикратном, стократном, тысячекратном размере всего того, чего желаете вы мне. Я вас благодарю за ваши комментарии, за обратную связь. Для меня это очень ценно, очень важно. И я искренне вас за это благодарю. Обнимаю, люблю, ценю каждый ваш комментарий. И, конечно, я безумно этому рада. Дорогие мои, сегодня давайте посмотрим с вами расклад для знака зодиака Весы на январь месяц. Мы посмотрим, что ждет весов в январе месяце. Будем смотреть по декадам: первую, вторую, третью. Весы. Январь месяц, первая декада. А смотрите, Весы, у вас в первой декаде есть какая-то возможность, есть перспективы, открываются какие-то огромные в плане улучшения своего материального состояния. Но здесь еще, знаете как, такой момент, что вам как будто бы все мешает. Хотя возможностей куча, но вас как будто дергает одна ситуация, другая ситуация. Где-то вы конфликтуете, где-то вы спорите, где-то вы, возможно, отстаиваете какие-то права. Здесь для вас как бы и дары идут, да, что ну на, вот возьми подарок какой-то от судьбы, а вы вроде бы как этого и не хотите. Вот такой какой-то момент для Весов, непонятно, конечно, почему. Ну, может быть, это не тот подарок, который вы ждали, или не то, что вы хотели. То есть вы понимаете, что дары к вам поступают, сама Вселенная вам посылает какие-то возможности. И даже, знаете, как есть какие-то возможности для движения вперед, для улучшения своего состояния. Но здесь у вас идут какие-то конфликты. Вы почему-то конфликтуете. Здесь даже, возможно, кто-то конфликтует со своими близкими. Причем, знаете, как Весы, вы здесь можете даже резко так словцо проронить, да, обидеть своих близких. А в какой-то момент, ну, позже уже, да, вы как бы это осознаете, но здесь как бы такая рана уже есть у близкого человека, и к вам не хотят особо идти на поддержку или на какую-то выручку, когда вам нужна эта помощь, да. Вот такой вот момент. И здесь я же говорю, что вы почему-то не рады тому, что вам дает судьба. Давайте посмотрим вторая декада. Что у вас здесь? Во второй декаде, знаете, как у вас... Для многих как-то, вот смотрите, для одиноких, да, кто одинок, есть возможность встретить человека, но младше себя по возрасту, да, младше себя по возрасту, он такой, знаете, какой, он где-то инфантильный, но он такой интересуется информацией, он такой вот любит все познавать, любит все узнавать, любит вот советы много раздавать, вот такой вот человечек. И здесь возможны какие-то романтические отношения, при всем том, что здесь человек такой будет, знаете, он... как вам сказать, он такой собственник, он никому не отдам, мое и все. Вот такая вот некая даже страсть, любовь здесь может разгореться у одной половины Весов, да. Вторая половина Весов, здесь может такой быть вопрос решаться по поводу детей, да, у кого-то, возможно, с детьми будет вот такой вот момент, когда... вы не захотите, вот, чтобы ваш там ребенок, может быть, вступал в какие-то отношения, и вы будете вот здесь вот такой вот жадинкой, что не отдам, не иди, не надо и прочее, будете раздавать какие-то советы. Здесь еще может быть такой момент, что это будут какие-то ваши новые начинания, да, вот только зародившиеся, и здесь вам вроде бы как и вложиться надо вот в это, в какое-то новое направление, но вам при всем том как-то
ну, не хотите вы пока туда вкладываться и хотите это как-то просто пока простроить, как будто бы в каких-то вот воздушных замках. То есть вот вы думаете об этом, да, вам это доставляет радость, удовольствие. Вот такой может быть еще момент. Давайте посмотрим третью декаду. В третьей декаде что ожидает весов? Смотрите, весы. Тут как-то идет такая информация, что первое, одна часть весов, возможно, кто-то узнает о своей беременности, что беремен, и знаете, как беременность такая вроде не то, что как плановая, а она для вас как подарок судьбы, то есть это, возможно, кто-то долго не мог забеременеть, да, и вот в третьей декаде января вы узнаете о том, что вы беременны. Другой вариант – это то, что здесь скроется какая-то тайна именно в отношениях семейного типа. Здесь вот такой момент, что, возможно, жена узнает об изменах мужа. Но это тоже, знаете, такой момент, который вы как будто даже, ну как вам сказать, никогда бы в жизни не подумали об этом, да? А здесь вот как-то так судьба поворачивается, какой-то такой момент открывается, и вы, ну просто в каком-то неком шоковом таком состоянии, от чего вообще и как так могло произойти, понимаете? Вот такой момент. И третий момент здесь. Очень многие из весов откроют для себя некие сакральные знания, понимаете? Здесь как будто для вас откроется какой-то новый дар, но это откроется, знаете, для таких дам, которые, для дам, для мужчин, неважно, кто вы из весов, это такие люди, которые уже статусные, да, то есть это не молодого возраста люди, это такого, ну, непреклонного, такой средний возраст, то есть это не совсем молодые личности, да, вот такой момент. И люди, которые уже имеют какой-то жизненный опыт, которые имеют уже свои навыки по жизни, возможно, вы чему-то обучались очень долгое время. И вот третья декада месяца для вас сама судьба, она несет вот этот поворот, она несет вот эти события. То есть для вас третья декада весы, она будет очень значимая. То есть для всех вот трех вариантов, да, что я проговорила, здесь реально такой, ну, крутой такой поворот. Но вы знаете, здесь в любом случае эти изменения, которые будут происходить, в любом случае эти изменения идут к лучшему в вашей жизни. На совет вам, весы, выпадает королева мечей. О чем говорит королева мечей? Первое, что это не принимайте резкого какого-то решения. Да, то есть здесь в любом случае, чтобы не происходило, вам надо все обдумать, вам надо взвесить, вам надо хорошо это все проанализировать. Какого-то резкое движение, резкое решение приведет не к тем последствиям, которые вы хотите. Здесь надо обдумать. И знаете как, ну в принципе королева мечей, она сама дама такая не эмоциональная, да, она больше такой за холодный рассудок. И вот здесь вам, как в совете, примените холодный рассудок в любой ситуации, которая потребует быстрого решения. То есть здесь сделайте это размеренно, с чувством, с толком, с расстановкой. Либо же обратиться за помощью вот к такой вот женщине, которая, как я уже сказала, да, она такая и управленец хороший, такой кардинал серый в юбке. То есть у нее достаточно много знаний, достаточно много рычагов управления. И эта женщина может вам помочь в любой сложившейся ситуации. Вот такой вот расклад у меня для вас получился, дорогие весы. Я вас прошу, пишите комментарии, ставьте лайки. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Пишите обратную связь. А я вас обнимаю, желаю вам всего светлого, доброго, радужного, прекрасного. Пусть каждый ваш день будет наполнен солнцем, любовью, гармонией, пониманием. И чтобы вы каждое утро вставали и просто кайфовали от этой жизни. А я вас обнимаю, ваша Наталья.